Привет-привет, господа и дамы, с вами Морж. Ну и третий эпизод, последний эпизод, вышедший на данный момент, хоррора, новеллы «Зайчик» от наших разработчиков и про наш быт, про нашу действительность, про то, что каждому из нас близко, по крайней мере, по детству. Давайте смотреть, что они нам предложат в третьем эпизоде. Во втором эпизоде мы познакомились с хозяином леса, который явно козел, явно какой-то охрененно здоровый. Ну и, в принципе, тут я не знаю даже, к чему отсылка. То ли к дьяволу, которого часто изображают с головой козла, то ли к существу из повести Лавкрафта. Там она мать природы, типа, она тоже в образе козла. Ну, хрен его знает. Может, где-нибудь есть, где можно об этом почитать. И пропал у нас Бабурин Семен. Это тот, который, собственно, к нам первый придолбался. Мы ему дали отпор, познакомились с его друзьями. Потом он для своих друзей стал изгоем. В общем, смотрите предыдущие серии. Ссылка на плейлист в закрепленном комментарии есть, если хотите начать сначала. Ну, а я погнал дальше. Это тот, который Бабурина ненавидел. Думаешь, это он сделал? Шепчутся явно про меня. Я слышала, он со странностями. В ушах звучал крик Ромки, которому он с Бяшей напутствовал удирающего Семена. Горло тебе перережу, слышишь? Ну, чё-то я не очень верю, что шестиклассники друг друга прям валят. Свинья! А вот скорее использовать этот момент для того, чтобы скинуть все подозрения на нас, вполне себе может. Неужели Ромка грозился всерьез? Нагнать бывшего приятеля в чаще и... И что? Убить просто так? Нет, в голове не укладывается. Я судорожно протер стекла очков. Очки. Их сжимал в кулаке Семен, уворачиваясь от затрещин своих дружков. Теперь бывших. А уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе. Сложно представить, что Сема вдруг засовестился и вернул мне очки таким странным образом. Это была сова. Шокированный, я шел к классу под гадкие шепотки. А перед глазами все стояла фотография. Сема пропал, Семена нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла. Его перчатка не врежется в мою скулу. Он больше не унизит меня и не оскорбит. Но этого ли я желал? С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сема стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которыми измывались так же, как надо мной. Ну, сопереживание — это важно. Хотел ли я, чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестоко? Я не знал ответов. Или боялся его. Опа, тёлочка Полина. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой, она была похожа на горный ручей, на колодезную воду, которую пьешь, прихватив губами цинковый ободок ведра, и не можешь напиться. Что, если нарисовать историю с ее участием, будто герой спасает ее от ужасных чудовищ? Если я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам, скали словно инопланетяне из фильма «Чужие». Едва я подумал о монстрах. Личинки боязни незамедлительно отложилась внутри. Попадаться на глаза Ромки и Бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Вряд ли, не верю я, что это они его завалили. Войдя в класс, я прошел к последней парте. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Их взгляды буквально пихали меня, трогали, исследовали. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту, чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец годится для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе появился точно такой же стул, покинутый Вовой. Сесть. Присядем. Немного помешков, я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Переглянулись девочки со второй парты, она с ними поделилась, зашушукала, быстро закивала. Я ловил на себе ее взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться, закричать: «Вы чего? Я не виновен!» Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, он, как и все, был сбит с толку пропажей Семена, огорошен случившимся. И вдруг его взгляд уперся мне в переносицу.
Казалось, он вот-вот кнет в меня пальцем и оглушительно закричит. «Смотрите, эти очки вчера стащил Бабурин. Они вернулись к Антону, убийца». Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, или Ромка что-то знает. Знает и не хочет об этом говорить. А может, ему просто все равно, как и всем, впрочем. Но тут Ромка подозрительно глянул на Катю, как будто сообщая, что ни капли ей не верит. Мне искренне хотелось, чтобы Ромка меня поддержал. Как и Бяша, что развалился неподалеку, уткнувшись в парту подбородком. Но они молчали. Меня настигла пугающая мысль, что эта парочка может легко меня предать, столкнуть в пропасть, как они уже поступили с Семеном. Словно в поисках защиты я до боли сжал линейку. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. Слушай, о чем? Какие предъявы? Я ударил ребенка. Каждый день в школе один ребенок бьет другого ребенка, после этого они находят трупы. Катя, ты тупая. Кто на Бабурина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... Металлическая линейка выпала из моих ослабевших пальцев. Ее звон заставил детей встрепенуться. Да, я вот просто столько с кем-то конфликтую, сразу же валю. Катя, это так и работает. Я понимаю, что ты дочка учительницы, но почему-то ты тупая пизда. Именно по твоим рассуждениям. Катя осеклась и как-то боязно съежилась. Заскрипели стулья, одноклассники отодвигались от меня поближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены. Ромка и Бяша тоже заметили и презрительно поморщились. Хорошо, что они явно были за меня. Да прикуси ты! Бабурин, небось, с бабкой посрался и сдымился. Скоро найдется. Найдется, ага. Во овраге со вспоротым брюхом. Я сглотнул. Вообразил Сему на снежной подушке, лицо белое, как рыбье брюхо, расколотое широкой трещиной рта, и падающие хлопья оседают на стеклянные глаза и заполняют гортань. «Видишь», словно говорил он мне презрительно, — «это все твоя вина». Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему взоры одноклассников были полны трепета. Но была и обратная сторона медали. Что, если мне вскоре придется заплатить за услугу? Дверь скрипнула, в класс вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крыса к угощениям, и зашушукалась, косясь то на Полину, то на меня. По классу запрыгали записки. Задребежала трель звонка, извещая о начале урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается. Лилия Павловна прошла к столу, а за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Мне кажется, это не парадная форма милиции. А чё при параде? Может, просто, по форме. Тот, что приходил недавно в наш дом. Высокий, с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как лоза. Здрасте. Здравствуйте! Садитесь. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. А вы поняли нахрен, какая отсылка? Лейтенант Тихонов, и сейчас играла музыка, судя по всему, из 17 мгновений весны. Ни хера себе вы глубоко копаете. Вы для кого эту новеллу делаете? Дети, которые в этом будут играть, не поймут. Я не помню, была ли эта мелодия в 17 мгновениях весны, но, по-моему, да. А Тихонов, потому что он сыграл Штирлица, вы поняли. Я, по крайней мере, понял. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. Одноклассники оживились. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. А я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников. Волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Екатерина, ну-ка цыц. Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? Кать, давай при всех раскладах, я понимаю, ты персонаж игры. Если ты реально веришь, что я убийца, может, закнешь свою хлеборезку, потому что следующего враги нахуй найдут тебя. Это как бы логика. Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Да, лисица это она, скорее всего. Я так думаю.
Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спинков стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Как в средневековье зеваки, предвкушая публичную экзекуцию. Он шел, неумолимо приближался. Я сжал зубы, удерживая вскрик. Спокойно, дыши. Ты никого не убивал и не похищал. Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? Да. Встань, Петров. Мышцы окаменели, я встал, отклеился от стула, почти услышал треск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутился бы сейчас где-нибудь далеко, в лесу, зарытый в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носилась мысль о тюрьме, о детской колонии, где десятки Семенов не оставят на мне живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. И тут как бы должен быть вставка из Джей Молчаливого Боба. А ты знаешь, что делают в тюрячке? Трахают в жопу. А тебя никто и не обвиняет. Пока что. Только теперь я заметил папку с надписью «Дело» в его руке, серую из шершавого картона. Она шлепнулась о стол, словно опустилось лезвие гильотины. Секретно что-то там. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Я покраснел. Ах ты мерзкая сука. Ну, как бы, я уже высказался по поводу Кати. То, что я о ней думаю. Захотелось вцепиться зубами в Кате на лицо и выгрызть ей щеку. Но я сказал, совладая с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Я его ударил. Сильно? Да нет, так. Ну не так, чтобы он умер, скажем так, господин милиционер. Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивляясь, что я способен стукнуть громилу с фотографии. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез. А там лежала моя тетрадка. Ну, там вот четко сейчас просматривалось, там было написано Петрова Антона. Старлей значительно кивнул и вдруг выудил из пакета тетрадь. Ага, я сразу это заметил, до того, как мне сказали. Это твое? Я отвел взгляд. Это была подписана мной тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. Мое. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка, тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам. Хуй тебя кто поддержит. И притворился, что ковыряется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало как бы «смотри, не мусорнись». Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Легко, именно так далась мне эта половинчатая правда. Будь осторожнее. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Так маньяк все-таки есть. Пока мы ничего вам сказать не можем. Ромка качнулся на стуле и показал мне большой палец. Молоток, мол, держал язык за зубами. Я кивнул, хоть не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскидал мои тетради и учебники по снегу, и он же руководил Семеном, пускай потом и поменял союзников. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? Лес рук взвился над партами. А у вас оружие с собой?
Где? Покажите пистолет! Покажите, пожалуйста. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Точно! Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший 100-метровку. Под свитером струился пот. Ясно. Я оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Ромка что-то говорил Бяше. А Лилия Павловна сражалась с зевотой, пялилась в окно. Открыть. Объявлять комендантский час, Можно, причин пока можно открыть нет. папку. Ну, как я понимаю, больше тут ничего как бы сделать нельзя, поэтому... Слишком мало времени прошло с момента исчезновения. Поэтому только открыть. Как только я коснулся папки, Тихонов хлестанул меня взглядом, словно розгой. Рука непроизвольно отдернулась, будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант еще некоторое время молчал, не сводя с меня глаз, и мне было не по себе от этой тишины и насмешливо косящихся одноклассников. А потом милиционер так же резко заговорил, как ни в чем не бывало. Вашего одноклассника. Ну, открыть. От неожиданности я клацнул зубами, вдавился в спинку стула и затравленно моргая. Милиционер молча сгреб папку, нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. И еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Слушай, товарищ милиционер, у нас тут какой-то хер трется. Я когда в школу пришел, он возле школы терся. Потом, когда я лесу в сугробе искал, он возле угла терся. Короче, тип подозрительный. Телефон-то знаете? Да! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Ну да, подумал я. Поройтесь хорошенько во врагах, может соберете. Как лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди, Насколько подозрительной была девочка-лиса, разгуливавшая в темноте. Чудачка из ниоткуда, что растворялась в воздухе со своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить вред здоровенному Семену? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Или меня поднимут насмех, снова начнут шептаться за спиной, а может того ужаснее, сочтут сумасшедшим. Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он, одобрит сотрудничество с милицией. За сидящими впереди хулиганами беспокойно сновала коса Катя. Рука словно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Лизой Павловной. Уйдет. Опоздаю. Промолчать, рассказать. Не, ну мент точно мне скажет, что я поехавший. Давайте с хулиганами, раз уже начали тереть, то идем до конца. Нет уж. Хватит с меня позора. Тише воды, ниже травы, как зайчик. Я сцепил замки пальцев и прикусил язык. Зазвенел звонок. Лилия Павловна пошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики притихли разом, словно на пульте убавили звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорские взгляды, прицелы снайперских винтовок. Я протиснулся сквозь баррикады парт, ища Полину. А наткнулся на своих новых товарищей. Ромка и Бяша караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошек. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю, очкарик в дверь! Тебя жирного нагонит и кокнет на! Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам... Да и я вам верю, блин, вы школьники, но тут явно какая-то ебала посерьезней. Ромка серьезно взглянул мне в глаза так, что стало неловко, и я закивал. Вот ты славно. Ромка понизил тон и с подозрением оглядел коридор. Дети поглядывали на нас, шепотом переговаривались. Что ж, Сёма пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Баша нервно передернулся. А ты почем знаешь? Так мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлепают. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? Маничела! Бля,
буду пацаны. Это все местные Чикатило. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Информация про Вольтрон. А я помню, это мультик такой был. Ну, типа Power Rangers, только Вольтрон. Ну, короче, то же самое, только название другое. Это... В Вольтроне их 5 было, но... Ну, считай, мы покалеченный Вольтрон. Недееспособный. Он кивнул мне совсем по-взрослому, а его глаза были полными тревоги и грусти. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Ляли больше нет. Отсылка к Бэдкомедиану. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Меня? Боятся? И хотя это не укладывалось в голове, меня раздобрило их отношение, и я тут же согласился. Но стоять на стреме такое себе. Я шел за Ромкой и Бяшей по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали картинно, будто герои какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затаились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из раздевалки мальчиков. Короче, мы кого-то щимим. Наконец Бяша ткнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом. Стой на стреме, и если кто из училок объявится, дай знать. Да не прокуренный у него голос. У меня, блин, голос Гляди в больше 4 прокуренный. глазина. Давай, давай! Я встал на углу, Ты нам переполненный должен. самыми разными мыслями и чувствами. В закутке позади Рома переговаривался с пятиклассником. Мальчик едва не хныкал, что-то доказывая, но Ромка гнул свою линию, забористо бронясь, а Бяша лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай! Товарищи вышли из закутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руках Ромки. Ого, полароид. Он твой? Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Теперь мой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Но, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, и в хер не впился. Парня было жалко, но все плохие мысли растворились при взгляде на желанную камеру. Я живо представил, как понравился бы Оле полароид, как я фотографировал бы сестру, маму, отца. Образы неспешно проступают на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полину тоже щелкнул бы, когда у меня была бы ее фотография. Хранилась бы в ящике под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Антон, ты чё, тупой? Сейчас тот побежит, настучит. Фотоаппарат у тебя, кому пиздец? По-моему, очевидно. Рома смерил меня взглядом и снова стал тем Ромой, с которым я столкнулся вчера. Коварный и насмешливым вожаком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Я посмотрел на полароид. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Бяша брыснул в кулак. Чаром! Снимем с нас вантовки последние штаны. Я тебя что, пидор с пацанов штаны снимать? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, Тофик! Не, ну по-хорошему полароид в 90-х, тем более в ранних 90-х, стоит до хера. Вот реально до хера. У ребенка таких денег просто быть не может. Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде наскрести хотя бы какой-то мелочи на завтрак. Посреди карманной пыли разместилась пара медиков в компании с пуговицей и наполовину стертой резинкой. Да ты ж на Мелина! Прости, Кент. На такие несметные богатства я меняться не готов. А на интерес с тобой играть мы не будем. Давай-ка в следующий раз. Ромка надел полароид себе на шею, а затем подмигнул нам с Бяшей. Ну чё, пацаны, пойдем телок снимать.
7 дней миновало с того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд все осталось так же. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами взметал белые флаги Пороши. Родители приглушенно спорили в спальне, а я выключал мультик погромче и подсаживался к Коле. Фотографии Вова и Семена чернели на доске. Но что-то все же поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карман подаренным яблоком. Испарялась враждебность. Школа больше не пугала меня. А главное, чья-то тень проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльного и след простыл. От кого эта записка? Что мог скрывать в себе этот аккуратный, вырванный и сложенный листок? Очередные угрозы и унижения? Или все-таки... Я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат. Ежевика. Жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один, сердечко. Понятно, что это от Полины, но, блин, я не понимаю, как у них развиваются отношения. Они один раз поговорили, и все. Что за любовь с первого взгляда, причем до мокрых трусов? Опьяненный призывом, я тут же сорвался с места, то и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу, заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадь. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Я поправил очки, и собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно меня осмотрела и пощелкала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? На блюзовую импровизацию. Чего нахуй? Я заморгал озадаченно. Ну, я тоже заморгал озадаченно. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня. Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкой, как дуновение майского ветерка, и от глаз голубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Блюз — это гитара, прокуренный бар, стакан виски и грустящий человек. Ну вот, я бы так описал блюз. Полина охнула, нахмурилась, отчего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Ой, склад ума у тебя как у музыканта. Был я как-то на свингерской вечеринке. Вот ни хера там музыки не было. Скажу как практик. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Я напрягся, тревожась, что она подтрунивает. Но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Опачки. Мимо прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька, какая мелодия. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Я захихикал, прикрыв рот.
Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо, а потом лишь хмыкнула и ушла восвояси. Я же вспомнил про тетрадь, которую так и сжимал в руке. Повертел ее. Только для друзей. Полина Морозова. Вместо названия предмета на обложке было выведено имя и фамилия хозяйки и слова «только для друзей». А, это типа анкета. У нас в школе такие были. В классе, наверное, в 3-м, может даже в 5-м я такое заполнял. Там типа твой любимый цвет, твой любимый запах, что-то еще. Ну, херня, короче, полная. Ну, развлекались. Любопытной Варваре кое-что оторвали. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Заполнял. Я соврал, что да. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечения, конечно, девчачьи. Просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета. Но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. А иногда чего-то большего, о чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мою? Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Так мило, так мило, так. Почему сейчас так не происходит? Полина хитро хихикнула. А хотя... Там же столько секретов. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Да, такое ощущение, что там кто-то правду когда-то писал. Она подтянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица, шелковистая прядь защекотала нос. Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом, душистым, манящим, живым. Запомнить бы его и украсть. Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонации лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Ну, честно, вот на самом деле, я просто смотрю на эту рисовку, я понимаю, что художник просто рисовал, старался, и в любом случае женские образы должны быть сексуализированы. Но, господи, у меня в 6 классе ни одна одноклассница так не выглядела, даже близко. В классе в 10-м, вот где-то, примерно, в 11-м, и те, которые за собой ухаживали, более-менее начинали приближаться. Но в тот момент одноклассники их уже не интересовали, их интересовали черти по 25 лет, на тачках и так далее. Ну вот, которые прям выглядели хорошо. Вот, а те, которые выглядели не хорошо, вот их одноклассники интересовали. Вот если бы здесь был нарисован Семен, ну только в парике женском, вот я бы поверил. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи. Такой сливочной, почти прозрачной, с тоненькими ниточками вен под ней. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Так, на уроке я достал тетрадь. Анкета. С величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем. Полистав, вчитываясь в чужие предпочтения. Изрядно удивился, обнаружив кривой почерк Ромки. Рома Пятифан, 6 В. Ну, наверное, любимый исполнитель Шафутинский, праздник 23 февраля, что любишь делать, гулять, мечта купить бумер, любимый актер Шварценеггер, не верь, не бойся, не проси, наверное, любимая цитата, телефон, любимый мультик «Утиные истории» и друг, скорее всего, Бяша. Ну, я думаю так. Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не «Черный плащ», а «Утиные истории». Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказов Андреева Кусака. Мне было не до него. Полина сама. Страницы с цветами Полины украшали цветы и вырезкой из журнала Cool Girl. Знаю такой журнал, мне сестра читала. Так, 6 В. Шуберт. Любимый праздник, день рождения. Что любишь делать, слушать. Мечта увидеть мир, наверное. 7. Роберт Шуман.
Наверное, это актер. Шуман. Не знаю такого. Чего боишься? Потерять всех, кого люблю? Телефон. Мультик «Бременские музыканты». Лучший друг дедушка. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через головы одноклассников на Полину. Она сосредоточенно записывала за учителем. Ну блин, мы ж в разговоре, она тебе рассказывала, что она пыталась записать шум дождя, шум леса, все дела. Ей нравится. Она получает эстетическое удовольствие от звука. Так, вопросы. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. На самом деле, блин, могли бы еще несколько анкет других учеников показать. Того же Бяша, например. Той же Кати, например. Того же Семена, например, если бы она была. Петров Антон, 6-й ВМ. Кармен любит. Оу, чао бамбино, плачет сеньорита. Знаем, любимый праздник это просто Новый год, естественно. Хобби рисование. Мечта пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я, не раздумывая, начал Остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Ну, наверное, когда ты в 6 классе, написать папа, это, ну, может как-то немножко стремать. Но на самом деле это реально у многих так. И у меня так. Мой герой это отец. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук, закончила сверху, присобачив человек. Человек-паук, почему бы и нет. Чего ты боишься больше всего на свете? Я написал незамедлительно, потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. Любимый мультфильм. Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспомнил Алису, скользящую за стволами деревьев, задорно смеющуюся в темноте. Неделю я не видел ее и даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала меня на растерзание тому исполинскому монстру, что бродит по лесу в ночи. Кто-то упомянул при Ромке и Бяше девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг, перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были 2 буквы, и я аккуратно вписал их в клеточке. Ты. Господи, мы с тобой разговаривали 2 раза. Ты, повторил я, выныривая из школы. Я бы написал я. Я получеловек, полусобака, полуморж, полупират, полуковбой. Я вообще лучший друг самого себя. Морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце, похожее на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром, снег искрился, преломляя солнечные лучи. И я, зажмурившись, улыбаясь ослепительной белизне. И от чего-то волшебного и зовущего в груди. Потому что в дружбе может таиться нечто большее. Ты чё улыбишься? Вот это вот половые отношения, как говорят в мемах. Тош, ты чё улыбишься? Я жевал улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись тогда на. Я прошерстил память и выдал первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Отбивочка вовремя, да. Тогда там, с юмором. Петросян. Ну, идем на. И не дожидаясь, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. А куда? Идем на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово «дельце». За этим словом, произнесенным вот так через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. «Батю позови, дельце есть». Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас втянут во что-то преступное, ноги предательски затряслись. Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов захлопывает дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям. И мама, и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял, широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам.
Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Голос Бяши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте. А мне и здесь нормально, да, куколка? Не понял, что за наезды, только что нормально все было. Куколка? Это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращившись на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целно! Я переваривал услышанное. Бяша назвал Ромку говнюком. Он свихнулся? Так, вот сейчас я включаю свою дедукцию. Они репетируют подкат Бяши к какой-то телочке. И если на эту телочку нападут хулиганы, как Бяша будет отвечать? Вот просто сейчас экспромтом я считаю, что это так. Пацаны, Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Ромке, замахнулся как-то чудно и комично. Не вынимая правой руки, Ромка с свободной кистью заблокировал удар. Актеры в индийских фильмах, которые любят мама, и то дрались убедительнее. Бяша заскулил, хоть я и не видел, чтобы Рома стукнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Дыш! Рома пнул куда-то в коленку. Бяша припал на четвереньки, охая и ахая. Или нет, или Рома хочет какую-то телочку у кого-то отбить. И они репетируют, как это выглядит со стороны. А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивался, рука выползла из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко выкинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. Цветочки, ну я же говорил, у меня чуйка. Букет подснежников, не пойми откуда взявшийся в такой мороз, качнулся у моего лица. Это что, цветы? Позволь проводить тебя. А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну а тёна, бедным маньякам уже и посасать нельзя. Эх, хреновый из тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в 2 счета раскусит. Наконец-то ко мне вернулся в дар речи. она? Кто она? Что тут творится? Да репетиция. Рома хмыкнул, сдувая с цветов снежинки. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Бяша встал, отряхиваясь. Да Ромыч в тёлку одну втюрился. Вон откуда-то цветы нарыл на. Пасть заткни! Я так, планирую подкатить слегка. Разыграть представление, а то она неприступная, мать её за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Бяша обиженно заворчал. Сам ты говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Но чё-то Бяша совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. А я прям охренеть как похож на маньяка. Я? Ну а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. От сердца отлегло. Никакого криминала. Обычный театр, еще и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел Бяшино кривляние? Тип, идешь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать, а я тебя тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. Бяша очень красиво и очень мастерски сменил пол. Бяша зашаркал по двору, закривлялся. Я тёлочка, красивая тёлочка, я гуляю, ла-ла-ла. Тоха, действуй. Я, борясь с улыбкой, направился к Ромке. Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актерствовал на 5 баллов. Она моя! Рискни. Я рискнул. Махнул в сторону друга. Костяшки кулака лишь скользнули по кожаной куртке, как Ромка внезапно упал. Не от шутливого тычка, конечно, а поскользнувшись на льду. Хлопнулся всем весом, так и не убрав руку из-под тела. Лепестки примятых бутонов остались на снегу.
Я кинулся на помощь. Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Ромка осторожно разминал запястье. Да не, ушиб вроде. Лед приложить нужно. Тебя, мудака, приложить нужно. Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Рома мотнул головой. Вечером, как рука пройдет. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Ёлки-палки, Полина, это хуёво. Договор... Я осекся на полусловие. В голове щелкнул рубильник, и все встало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его каракули в анкете, и почему я не удосужился как следует изучить их. Меня будто молотом огрели, вколотили в землю. Полина. Вот главный герой спектакля, срежиссированного Ромкой. А мне в нем досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех, И все на одного! захлопни. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем. Да, некрасиво получается, некрасивенько. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея. Да. Я бродил по дому, будто пьяный, поддакивал сестре, толком не разбирая, о чем она говорит. Да. Оля же толдычила без перебоя, то и дело скидывала руки и, смеясь, как вдруг тут так же резко смолкла и уставилась на меня, до более знакомым колючим маминым взглядом. А? Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусанный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с ее грозной позой в виде заглавной буквы F и вздернутыми к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонации чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей, все эти годы стал слабее и опасно затрепыхался на ветру, затянувшимся перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, силясь найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазах. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским. Я даже и не задумался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама. Она замолчала, и на секунду показалось, что на ее глазах выступили слезы.
У нее опять был этот страшный... Оля взглянула на меня мокрыми глазенками-блюдцами. Страшный кто? Приступ. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Они начали громко ругаться. И Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться, родители попросту ее не замечали. потом мама ударила. Вот так! Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу! Рыбу. Я думал папу. Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутыми в жабры клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, и извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. А папа? Он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Да, но вначале он засмеялся тоже. Так, с родителями у меня тоже, походу, такое себе. У них тоже явно беды с башкой. Так страшно, когда увидела, что мама... А потом вдруг заплакал. От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшее мамой, перебросилось и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие. Ну, судя по всему, да. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. А вот это нихуя себе было, скрибер, блядь, с телекомпании «Вид». Я даже немножко подзавис. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи скорей! Да подожди, это поле чудес начинается. Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. У меня самого выступали мурашки при проявлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. Играть. Кроме как играть, можно что-нибудь делать? Нет, нельзя. Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. Досадно, что большинство из наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Ну, как бы я так бы сказал, когда ты играешь на Денде, что-то удивляешься, что у тебя и картриджи паленые. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых 2. Везет. А ты говоришь, лисичку увидела? Ага, ее зовут Алиса. А вот это проблема. У малой тоже начинаются беды с башкой. Мне резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, а затем таинственный шепоток из чащи. Как улепетывал побитый Семен, и как склонился надо мной, заслоняя луну рогатый великан.
Все это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев, застывшей улыбкой на рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. А еще она что-нибудь говорила? Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Ты ее не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Тюрья первая! Так, мне управлять надо или как? Да нет, вроде мышка не работает. Тут сестра сама стреляет. Я точно помню весь прикол этого всего. Что... Так, стоп, выключить. Да, все-таки надо управлять. Ладно, хорошо, у меня есть мышка. Или сестре надо проиграть. Обычно просто этот пистолет направляешь на лампу, которая висит на потолке, и все попадания засчитываются. Ну, это типа так работает. Или не стоило сестру обыгрывать на самом-то деле? Перфект. Считай, это я тебе поддалась. Окей, договорились. Или просто унизить этого ребенка, что он не умеет играть в видеоигры. Так, ну давайте. Или это я не умею играть в видеоигры. Так, или я должен проиграть здесь. Да не, ну вроде попадаю. Вроде попадаю. Вроде нормально, а им работает. Это ты виноват, что я промазала. Окей, я вообще ребенка до слез легко довожу. Ладно, надо слиться. Надо на самом деле слиться, потому что, ну что, ну ребенок. Тем более сестра. Все, я никуда не попал. Надеюсь, она не выкупит, что это подстава, как бы. Неситова! Ты ближе к экрану стоял! Я с тобой так больше не играю! Короче, даже слив полностью третий раунд, я не смог. Я не смог и обидел ребенка. Антон! Антон! Мама докричалась до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону! Девушка какая-то! Полина, кто еще? Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глянул на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. Ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежал карандаш и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящиеся соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаза, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла. Скрипит, воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе.
Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес, подумал я отчужденно, молюя хвойные лапы. Убежать в лес, чтоб снежинки падали на шерсть, и ветви закрыли от посторонних глаз. Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож-бабочку, зачеркнул. Вспоминая о Ромке, испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы, охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их? Ромка, Полина. Да, выбор ни хера себе. Ну, в принципе, если я выбираю ее, то дальше мне пизда. Ну, давайте пойдем за... Не знаю, зачем. Вот, напишите в комментариях, кого мне выбрать, а я на этом серию закончу. Вот, реально, сейчас сохранюсь, почему бы и нет. Почитаю комментарии, и что вы выберете, туда я и двинусь. Я бы на самом деле больше, наверное, тяготел к пацанам. Баб много, пацанов мало. Но посмотрим, посмотрим. В общем, спасибо, что провели со мной этот час своей жизни. Надеюсь, вам интересно мое прохождение и дальше. Следующая серия будет завтра. Спасибо за лайки, комментарии, всю эту ютуберскую чепуху. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.